Один из часто задаваемых вопросов под моими видео про инжир – когда он вступает в плодоношение? У некоторых он начинает плодоносить уже на следующий год после укоренения черенка, а у некоторых и через 5 лет никакого плодоношения нет. Почему так происходит? И что мы, садоводы, можем сделать для того, чтобы инжир как можно быстрее начал плодоносить? На мой взгляд, существует несколько возможных вариантов наших действий для того, чтобы ускорить его плодоношение. Причем это варианты и для контейнера подходят, и для открытого грунта. Сразу скажу, это мой личный опыт. Первое и, пожалуй, самое важное – это правильный выбор сорта. Разные сорта вступают в плодоношение в разное время. Ну вот, например, сорт далматский. Один из наиболее популярных в Украине, да и в Европе сортов инжира. Он способен вступать в плодоношение уже на следующий год после укоренения черенка. По крайней мере, таков мой опыт. Другой сорт – Саре Пширон. Очень продуктивный, очень плодовитый сорт, который дает стабильный урожай, особенно в южных регионах. Он тоже довольно быстрый, тоже на следующий год давал уже первые плоды. А вот, скажем, сорт Браун Туркий, вот ему нужно немножко время раскачаться. Порой это может быть 2, 3, а то и 4 года. Поэтому, если вы покупаете сорт инжира у кого-то, у инжировода опытного, обязательно спросите его, через сколько лет он может дать первый урожай. Ну и еще один очень важный фактор, о котором многие забывают, и в комментариях это часто звучит. Все сорта инжира можно разделить на две большие группы. Самоплодные сорта и сорта, которым требуется опыление. Так вот, сорта, которым требуется опыление, они живут в очень южных регионах. Ну, Средиземноморье, назовем это так. Почему? Там живет оса бластофага, которая, собственно говоря, и опыляет эти инжиры. В условиях умеренного климата, ну, скажем так, Украины, эта оса не выживает, она там не живет. И для Украины подходят сорта только самоплодные. Поэтому, если вы вздумаете привезти черенок инжира какого-то южного сорта, откуда-то из своих путешествий южных, посадите, укорените его, посадите и будете ждать урожая, вполне возможно, вы никакого урожая так и не дождетесь никогда. Просто потому, что нет вот этого насекомого, который его опыляет. Сажайте в Украине только самоплодные сорта. Ассортимент сортов огромный, количество предложений в Украине было очень большим. Следующий фактор. Инжир любит много света и тепла. Это не какой-то каприз растения, это его биологическая особенность. Он выходец из южных регионов. Поэтому, если вы сажаете его у себя, самое лучшее место – это открытая солнечная площадка. Это какая-то солнечная терраса. Ну или самый лучший вариант – это посадить его под южную стену. Тогда он будет днем получать свет и тепло по максимуму, а ночью вот эта нагревшаяся за день стена будет отдавать ему свое тепло и подогревать еще его и ночью. Это обязательное условие. Без света и тепла инжир будет расти. Это неприхотливое растение, но плодоносить он будет плохо, скажем так, и очень долго не будет вступать в плодоношение. Следующий важный фактор для ускорения плодоношения инжира – ограничение корневой системы. Звучит вроде бы парадоксально, но я давно заметил, что если укорененный черенок маленький еще, посадить сразу в большой контейнер или посадить в открытый грунт, то он начнет активно наращивать корневую систему и гнать побеги. Ресурсы не ограничены. Развивай, пожалуйста, и корни, и отращивай вегетативную массу. Но если этот маленький черенок посадить в контейнер, маленький, небольшой контейнер, а маленький, ограничив ему зону питания, ограничив его по воде, ограничив ему пространство для развития корней, он очень быстро понимает, извините за слово понимает, про растения говорю, но тем не менее, он очень быстро понимает, что эти ресурсы ограничены, и ему нужно бороться за выживание. А что такое для растения бороться за выживание? Размножаться, давать плоды соответственно. Поэтому, если вы укоренили черенок, не спешите его высаживать в большие контейнеры или сразу в открытый грунт. Сажайте в маленькие контейнеры. Кстати сказать, во многих европейских странах практикуется высадка инжира тоже с ограничением корневой системы. Его сажают в открытый грунт, выкапывают ямы, но стенки этой ямы и дно обкладывают, скажем, кирпичом или камнями какими-то. Таким образом ограничивая рост корней. Ну и, соответственно, ограничивая рост зеленой массы. И замечено, что вот в таких ямах инжир быстрее начинает плодоносить и плодоносит более обильно. Борьба за жизнь. Следующий важный фактор. Инжир не любит, когда его перекармливают. Что это значит с точки зрения почвы, в которой должен расти инжир? Инжир не любит жирные, насыщенные навозом, перегноем почвы, в которых много азота, которые хорошо держат влагу.
Вот в такой почве инжир будет наращивать зеленую массу, гнать большие длинные побеги, но плодоношения не будет. Замечено, что на тех ветвях, которые отросли, если там междуузлия большие, то есть активно шел рост, быстро шел рост, там нет плодов. А вот такие вот веточки, где междуузлия короткие, на них как раз плодоношение довольно хорошее. И, соответственно, когда вы сажаете свой инжир, свой укорененный черенок, вернее, не создавайте ему сразу очень хорошие условия с точки зрения почвы, как мы привыкли, да, садовые растения сразу туда заправляем удобрениями, навозом каким-то. Нет, инжиру это совершенно не нужно. Но это не значит, что инжиру нужна совершенно бедная почва. Просто удобрять его нужно правильно, в правильное время, правильным подбором удобрений и обязательно в нужных количествах. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. Когда же нужно удобрять инжир? Первое удобрение лучше провести весной, когда он только трогается в рост. Нужно дать ему как бы такой небольшой толчок, чтобы эти побеги начали отрастать. Почему? Да потому что основной урожай инжир формирует именно на новых побегах, которые только еще отрастут. Поэтому чем быстрее они тронутся в рост, тем больше шансов, что они начнут плодоносить. Ну, сразу хочу сказать, навоз или перегной инжиру противопоказан. Это слишком жирное для него удобрение, которое вызовет активный рост зеленой массы, а плодов вы на них так и не увидите. Но чем-то удобрить весной надо, дать этот азот в небольшом количестве. На мой взгляд, самый лучший вариант – это использование хорошо перепревшего компоста или использование травяных бродилок. Но и их, и компост, и бродилки нужно использовать очень осторожно. Опять же, потому что это может вызвать слишком сильный рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Летом, в июне, в июле, когда уже появляются зачаточки только вот этих будущих фиг, мы переходим на фосфор и калий. В нашем случае хороший вариант использовать золу. Делать, например, водный настой золы и вот этим удобрением, правильно приготовленным, в правильных пропорциях, удобрять инжир. Ну а в августе и позже я предлагаю совсем отказаться от всяких удобрений. В первую очередь для того, чтобы инжир наш хорошо перезимовал. Особенно в условиях нашего, скажем, украинского климата. Инжир, мне кажется, лучше не докормить, чем перекормить. Особенно молодые, маленькие растения, которые вы только вот черенки укоренили, только сажаете, только начинаете за ними ухаживать. Не надо его кормить на убой. Лучше пускай немножко голодает. Так быстрее он начнет вступать в плодоношение. Следующий, на мой взгляд, важный фактор для ускорения вступления инжира в плодоношение. Прищипывайте ему побеги. Вот часто мы укореняем черенок, и он начинает расти одним таким длинным побегом. На нем вы плодов не дождетесь. А вот если вы прищипнете ему верхушку, начнут образовываться новые боковые побеги. Они, как правило, будут короткими, и вот как раз на них чаще всего первое плодоношение и происходит. Следующий, конечно, важный фактор – это хорошая зимовка наших молодых инжиров, наших укорененных черенков. Дело в том, что инжир – растение, ну скажем так, не очень морозостойкое. И если зимой он пострадает от мороза, он не погибнет, но может пострадать. Он все свои силы в будущем году потратит на восстановление своей надземной части. Поэтому комфортная зимовка. Но если мы говорим про какие-то контейнеры, то обеспечить ее довольно просто. Найдите помещение, где нет мороза, где температура не опускается ниже 0 градусов. Инжир растение листопадное, он скидывает листву, и свет ему не нужен, поэтому подвал отлично подойдет. Если же вы выращиваете инжир в открытом грунте, позаботьтесь про утепление. На эту тему можно спорить, спорят со мной в комментариях. Я считаю, что инжир нужно утеплять с запасом. Мы не знаем, какая зима будет, какие будут морозы. И для меня очень важно, чтобы инжир зимовал в комфортных условиях. Вот сейчас картина, которую я наблюдаю у себя в Запорожье. Сейчас он зимует без укрытия. Практически полностью вымерзает надземная часть, хотя мне говорят, морозов сильных сейчас нет, климат потеплел, бла-бла-бла. Нет, надземная часть в условиях Запорожья полностью вымерзает. И весь следующий год он восстанавливает эти побеги. Поэтому плодоношения там, фактически нет. Есть какие-то одиночные плоды, но фактически его нет. Поэтому утепляйте с умом. Я считаю, что нужно утеплять с запасом. Ну и, конечно, еще один фактор, который обязательно нужно учитывать. Это правильные, регулярные, своевременные поливы. Не устраивайте своим маленьким растениям, укорененным черенкам инжира, водяные качели. То засушите, то зальете. Делать этого не стоит. Поддерживайте грунт в
контейнере в этом, где растет ваш маленький саженец, постоянным. Вот как раз эти качели с водой могут и отодвигать начало плодоношения на более поздний срок. Ну вот, мне кажется, я перечислил все важные факторы, которые могут ускорить вступление вашего инжира в плодоношение. Вот у меня был случай, когда инжир, укорененный черенок инжира сорта далматский, дал первый, единственный, правда, но первый плод непосредственно в год укоренения этого черенка. Такое тоже случается. Если у вас есть какие-то свои наблюдения по поводу сортов, по поводу каких-то факторов, которые могут ускорить плодоношение инжира, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Да и не только я почитаю, а, наверное, все зрители. Ну вот у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Хороших вам урожаев!